Здравствуйте, сегодня понедельник, и у нас, как обычно, обзор главных событий прошедшей недели, которые обсуждались в черногорских СМИ. Если хотите узнавать новости день в день, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка на него в описании, там новостей гораздо больше, чем в недельном обзоре. Стоимость членства Черногории в ЕС для граждан Евросоюза будет не больше 40 центов в год, заявил глава миссии Черногории при ЕС Петр Маркович. Зачем нужна Черногория Евросоюзу и что получит Черногория от вступления в ЕС? Эта тема большая и интересная, которая сейчас активно обсуждается в местных пабликах и официальных СМИ. Можно, наверное, даже отдельное видео на эту тему сделать. Черногория формально продвигается к ЕС, открывая-закрывая разные главы. Но, судя по этой статье в «Вестях», это уже почти не играет роли. Главный тормоз – это позиция крупнейших членов ЕС Франции и Германии, которые давно считают расширение не приоритетом. Согласно опросам сентября, лишь 43% французов и 49% немцев поддерживают расширение. То есть как раз самые большие и влиятельные страны не хотят никого принимать, поскольку считают расширение в текущем состоянии Союза невыгодным и опасным. Ведь каждая новая страна со своим правом вето, как, например, Венгрия, будет тормозить реформы, санкции и внешнюю политику. Кроме того, любое новое членство – это ответственность, деньги, политические риски. Поэтому двери в ЕС вроде как и не закрыты, но и нет хлебосольных добродошлей. Официальные оценки о прошедшем туристическом сезоне как лучшем не соответствуют истине, заявил президент туристической ассоциации Жарко Радулович. На самом деле туризм стагнирует. Доходы не растут, инфляция съедает все прибыли. И главный удар – это повышение НДС с 7 до 14%, из-за которого выросли цены. А введение виз для граждан Турции и России негативно скажется на туризме. Это же подтверждает и эксперт по миграции Боян Бугарин. Он призвал правительство срочно подготовить для ЕС план по механизму контроля, чтобы ЕС разрешил Черногории вернуть долгосрочный безвиз для граждан России, Турции и других денежных стран. Однако президент Черногории говорит, что русских туристов в Черногории очень мало, поэтому введение виз для россиян никак не скажется на бюджете. Кстати, после введения виз для граждан Турции Черногорию покинули почти 9 тысяч турков. Интересно, как это скажется в дальнейшем на туризме и инвестиционном климате, ведь турки вложили в Черногорию за первые 8 месяцев 2025 года больше всех иностранцев – 92 с лишним миллиона евро. Это 21% от всех инвестиций. А туристов из Турции было 6,7% от общего числа. Что касается россиян, то туристов из России было 10-15%, данные разнятся. А вот по количеству инвестиций россияне скатились с первого места на 7-е, вложив в Черногорию за эти 8 месяцев почти 25 миллионов евро. Что сказать, введут визы россиянам и туркам, баланс инвестиций и туристов, конечно же, сместится. Для страны, по мнению правительства, ничего критичного не случится, будет больше немцев, американцев, вырастут цены, за ними постепенно подтянется уровень инфраструктуры. Понятно, что в этот переходный период пострадают те, кто рассчитывал на сохранение прежнего вектора и более гуманного обращения с теми, кто вложил деньги и душу в страну. Страна, даже такая маленькая, видимо, не обязана заботиться обо всех и каждом. Как говорится, лес рубит, щепки летят. Вот и полетим мы щепками кто куда. Собственно, одна очень известная черногорская семья из Берлина на фоне этого полностью прекращает всю гуманитарную помощь в Черногории. Они подчеркнули, что нужно направлять усилия туда, где они действительно нужны и где инициативы по-настоящему принимают. Напомню, эта семья организовала в баре народную кухню и ваучеры для 2000 нуждающихся семей. А что будет, если придется уехать, например, Жанне Кагановской, которая уже много лет спасает собак по всей стране? Это лишь два ярких примера. На самом деле прекрасных людей, которые очень много делают для Черногории, предостаточно. Как среди иностранцев, так и среди местных. Но это я немного ушел в лирику, вернемся к новостям. А именно, кому в связи с ожидающимся законом об иностранцах станет проще получить ВНЖ по работе? Это не только айтишники, но и врачи, потому что теперь работодатели должны будут платить за сотрудника не 3, а 2 средние зарплаты по стране. Ну или вы сами себе, если откроете частный кабинет. Новость хорошая, поскольку потенциально может привлечь в Черногорию хороших врачей. Однако местные восприняли ее волной народного гнева. Особенно жители Никшича, где из местной больницы только за последний год ушло больше 10 известных врачей, очереди растянулись на полгода и даже год, а диагностика сердца стала теперь только платна. Понимаю всю сложность этой
ситуации с местной медициной я создал второй YouTube-канал по восстановлению здоровья с помощью простых упражнений и самомассажа. Все ролики я готовлю на основе медицинских статей, советов известных врачей и специалистов по движению. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. Переходите, а мы возвращаемся к новостям. Как я рассказывал в прошлом выпуске, госбюджет на следующий год заметно ужмется, однако правительство планирует построить еще одну тюрьму. Это вызвало возмущение у жителей Мойковца. Они на полчаса перекрыли шоссе Мойковец-Калашин, требуя вместо тюрьмы построить дорогу в деревню Прошчине. Как думаете, что важнее? Тюрьма или дорога? И еще одна новость про деньги. Бюджет бара на следующий год составит 65 миллионов евро, из которых почти 60% пойдут на капитальные проекты. Ремонт спортзалов в школах, строительство нового детсада, восстановление объектов культурного наследия, завершат масштабную реконструкцию дворца короля Николы, откроется в Зутаморе комплекс Сибиростар. У меня, кстати, на канале есть обзор такого отеля в Бечиче, можете посмотреть, вдруг захотите там отдохнуть. В общем, бар развивается, и власти стремятся расширить турсезон до 9 месяцев в году, развивая спортивный туризм и улучшая инфраструктуру. И как логическое развитие туризма в баре, сначала сделали платными некоторые парковки, и вот сейчас вышел закон о туристической таксе. Все владельцы апартаментов, домов и квартир, используемых как вторичное жилье для отдыха, будут обязаны платить туристическую таксу. Это касается всех, и местных, и иностранцев. Что такое вторичное жилье или вторичная единица? Это жилье, в котором владелец не живет постоянно. Таким образом, бар классифицирован Министерством туризма по категории А, наряду с Будвой, Котором, Подгорицей и другими туристическими городами. Однако есть и грустная новость. Грандиозный пятизвездочный комплекс Pullman в самом центре бара может превратиться в долгострой. Жалко, потому что этот проект действительно очень красивый и очень нужный бару. С другой стороны, тогда ж еще больше туристов поедет в бар. Будут эти ужасные очереди и сезонных работников МУПИ, как в Будве. В общем, хочется и колется. Еще один похожий случай на этой неделе связан с рудником по добыче цинка и свинца недалеко от Мойковца. Швейцарские инвесторы требуют компенсации в $300 миллионов за разрыв договора концессии в одностороннем порядке. То есть изначально инвесторы из Швейцарии договорились с государством открыть рудник. Но государство не спросило мнения местных жителей перед этим. А им, местным жителям, этот рудник был совсем не нужен, поскольку сильно вредил бы экологии и здоровью. Поэтому они вышли с протестами, из-за чего пришлось концессию разорвать. Теперь будут суды с государством, а мы знаем, что в Черногории суды очень долгие и теперь стоят в 2 раза дороже. Кто за это будет платить? Правильно, государство. А государственные деньги это чьи? Правильно, всех, кто живет и платит налоги в Черногории. Кстати, госдолг на конец следующего года вырастет на 1,2 миллиарда евро и составит почти 6 миллиардов. Видимо, поэтому Черногория хочет в ЕС, потому что за относительно небольшие членские взносы можно получить очень много денег в виде грантов, фондов и кредитов. Кстати, напишите свое мнение в комментариях, что получит от членства в ЕС обычный черногорец и обычный иностранец, который сможет тут остаться, сохранив ВНЖ. В следующем году подорожает квадратный метр на недвижимость из-за нового налога на землю. Минфин вводит НДС 21% при продаже земли под застройку. Это позволит увеличить доходы в госбюджет на 3-4 миллиона евро. Разумеется, заплатит за это конечный потребитель, поскольку минимум цена поднимется на 50 евро за квадратный метр. Знаете, какая самая высокая пенсия в Черногории? Немногим больше 3500 евро. Понятно, что это единичный случай. А средняя же пенсия, которую получает каждый второй пенсионер, это 543 евро. Минимальная пенсия 450. Достаточно ли пожилому человеку, наверняка имеющему какие-то проблемы со здоровьем, такой суммы, чтобы жить в Черногории? Что думаете? И кто смотрит из России и других стран, напишите, какая сейчас у вас пенсия. В коммунальной службе массовые заболевания сотрудников. На 31 октября из 707 сразу 144 были на больничном, то есть 20% штата, причем тех, что как раз должны и убирать мусор. Есть у проверяющих подозрение, что часть из них имеют липовые больничные, но ничего в этой ситуации сделать не могут. К счастью, поддержанием чистоты занимаются добровольцы из разных стран. Если вы хотите присоединиться, то в нашем телеграм-канале я периодически размещаю информацию о таких субботниках. Кстати, на этой неделе была самая масштабная высадка деревьев на Голе-Бырда аж с 80-х годов. Как раз там, где в этом году были пожары в Барской общине. И в высадке деревьев приняли участие не только скауты, военнослужащие, спортсмены, экологические активисты и обычные жители Бара, но и депутаты, руководители муниципалитета и даже сам президент Черногории. Еще одна новость о коммунальном хозяйстве. Очистные сооружения в Подгорице находятся в критическом состоянии, поскольку за 50 лет с момента их строительства уже исчерпали свой ресурс.
в реакторах появились трещины, и их дальнейшая эксплуатация опасна тем, что все то, чем богат наш внутренний мир, рано или поздно может попасть в реку Мороча. Несколько недель назад вспыхнула волна ксенофобии по отношению к гражданам Турции из-за конфликта в Забело. Некоторые юноши, пылкие со взором горящим, не пытаясь разобраться, поддались эмоциям и устроили самосуд в виде поджогов в кафе, арендованных гражданами Турции, а также совершили ряд других уголовных преступлений в отношении граждан Турции. Двое таких поджигателей, 18 и 19-летних парней, полиция арестовала. Президент Яков Милатович назвал ошибкой решение предыдущих властей отдать порт Бара в концессию на 30 лет турецкой компании, из-за чего порт годами работает в убыток и не может развиваться на полную мощность. Лучшим решением, по мнению президента, будет выкупить порт обратно, чтобы он стал ключевым логистическим центром на Адриатике. В деревне Драголь в муниципалитете Котор обнаружено русское поселение, имеющее до сотни построек и собственную церковь. Депутат Бронислав Ненезич попросил премьера разобраться с данной ситуацией и послать туда полицию и спецслужбы. А на следующий день на заявление депутата отреагировали местные жители Драголя и Верхних Кривошея, где и находится это поселение. Местная община посоветовала депутату лучше обратить внимание на водоснабжение их села. Далее в тексте местные жители рассказали немного об этом иностранном поселении. По их словам, вообще все прекрасно и депутат зря волнуется. Совет местного сообщества Горне Кривошея с огромным удовлетворением следит за развитием нашего заброшенного места до недавнего времени полностью выселенного и покинутого. Как оно вновь заселяется и как мы снова ощущаем, что становимся оживленным местом. Снова слышен детский смех, появляются обширные площади, засаженные лекарственными травами, возрождается сельское хозяйство и увеличивается поголовье скота. Что совсем будет дальше, в свете ожидаемого закона об иностранцах и принятого закона о легализации, пока непонятно. Но как минимум все незаконные постройки нужно будет легализовать. У меня на канале вышло видео с риэлтором о легализации, кому актуально, после этого видео можете посмотреть. А посмотрев, не забудьте поставить лайк, потому что таким простым действием вы даете сигнал алгоритмам YouTube, что видео полезное, а значит его сможет увидеть тот, кого вопрос о легализации очень волнует. Давайте помогать друг другу. Тем более, что на это не требуется много усилий и времени. На Новое ТВ, в новостных телеграм-каналах и в группах в Фейсбуке вышли короткие ролики с историями простых иммигрантов. Цель этого проекта – придать текущей ситуации с законом об иностранцах человеческое измерение. Кроме того, на этой неделе русскоязычной диаспоры во главе с Александром Хиргяном будет сформировано письмо в правительство Черногории с обобщением социально-экономических последствий нового регулирования именно для сообщества русскоязычных иностранцев и вероятного отъезда тысяч проживающих, с указанием на уровне идей возможных корректировок или альтернативных конструкций или подходов регулирования, но не предложений конкретных поправок к проекту закона об иностранцах строго в юридическом смысле этого слова. В этой связи до среды принимаются аргументированные предложения вот на эту почту, а в среду в 16 часов в офисе диаспоры в Будве состоится открытое совещание с активистами, чтобы в четверг согласовать итоговые редакции с адвокатской группой и внешними консультантами и уже к концу недели отправить письмо премьеру. Подгорица получила почетный титул молодежной столицы Европы 2028. Это, можно сказать, уже шаг в ЕС. Напомню, что недавно Никшич был объявлен культурной столицей Европы 2030 года. И это здорово. Радуемся и поздравляем Подгорицу и Никшич. Крепость Шпаньолы в Херцег-Нове будет восстановлена к концу 2027 года. Планируется реконструкция основного корпуса крепости с башнями снаружи и внутри, укрепление и усиление казарм, где будет ресторан и отель, а также реновация технического блока у входа с северо-восточной стороны. На этой неделе в Черногории были ветра и дожди, а на севере снег. И море вернуло нам часть того, что мы, люди, в него набросали в течение сезона. Как только дожди прекратились, часть пляжей привели в порядок. На этом все. Больше новостей каждый день, как обычно, в Telegram. Все, что вас волнует, пишите в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк. Если нет, дизлайк. Если еще не подписаны, подпишитесь. Увидимся в следующий понедельник.